Я приветствую всех на моем канале, меня зовут Вера. Сегодня я покажу, как сделать стрижку самой себе. Это не так сложно, как кажется, но нужно соблюдать ряд правил, о которых я расскажу и покажу, и тогда все получится. С этой стрижкой будет объем сверху, волосы будут легко укладываться и сохранится общая длина и густота. Она универсальна и подойдет почти для любой длины волос. Ну что, готовы? Тогда начинаем. Что понадобится для стрижки? Конечно, ножницы. У меня фирма Jaguar. Пульверизатор с водой. Филировочными ножницами я обычно не пользуюсь, но сегодня покажу стрижку с помощью них. Расческа хвостик и большая расческа. 2 зажима для волос. Пеньюар, расческа брашен для укладки и пенка для волос. Я буду снимать видео без пеньюара, но просто так эстетичнее для видео. Перед стрижкой мою волосы шампунем и наношу бальзам для легкого расчесывания. От середины носа я провожу расческой к краю волос, определяя центр и делю волосы на 2 части. Делаю ровный пробор и большой расческой расчесываю тщательно все волосы. Далее с одной и второй стороны у лица разделяю пряди шириной 1 см. Получается как верхушка треугольника. Это контрольная прядь, и ей я буду задавать самую короткую часть, которую я хочу отстричь, чтобы был объем. Мокрые волосы чуть длиннее, чем в сухом виде, поэтому, выбирая длину, нужно учитывать это, не переборщив. Как правильно держать ножницы? Держать нужно правой рукой. Безымянный палец я кладу в колечко наверх, а мизинец кладу на хвостик у кольца. Большой палец вниз кольца ножниц, а указательный и средний на полотно сверху. 2 пальцами левой руки, указательным и средним, буду зажимать прядь, которую буду отделять и стричь. Ножницы я каждый раз буду брать и класть за ручки, а не за острое полотно, чтобы не порезаться. Пшикаю обильно волосы водой. Оттягиваю прядь параллельно полу напротив себя. Ни вниз, ни влево, ни вправо, а четко параллельно полу перед собой. Если прядь держать неровно, то и стрижка получится неровная, и с одной стороны может оказаться длиннее, чем с другой. Волосы должны быть в натяжении. Стригу ровным срезом просто прямо. Если какие-то волосы выскочили, ничего страшного, я их снова подхватываю к общей массе. Получается вот такой прямой ровный срез. Когда волосы падают в свободном положении, то вырисовывается небольшая уже лесенка. Чтобы убедиться, что я подстригла ровно, я подтягиваю 2 пряди к центру и сравниваю их по длине. Тем же самым способом от центрального пробора я отделяю прядь шириной 1 см и веду расческу по голове до начала уха. Старайтесь, чтобы проборы, которые вы отделяете, были ровные. Снова смачиваю водой. Волосы в мокром виде стричь легче, а стрижка получается ровнее. Отделяю такую же прядь, какая была ранее. Это по длине примерно середина брови. И захватываю предыдущую, которую уже подстригла. Смачиваю еще раз волосы водой и ищу срез, который был ранее. Если пряди отделять тоньше 1 см, то когда они соединяются, срез можно не увидеть. А так это всегда удобная подсказка, какой длины стричь следующую прядь. Стригу так же, как и стригла предыдущую прядь, прямым срезом. В последующем все волосы до затылка я буду подтягивать также к этой контрольной пряди и стричь такой же длины. Чем дальше прядь от лица, тем она длиннее. За счет этого и будет градация длины в стрижке. Теперь я приступаю к боковым прядям. Я, как и ранее, оттягиваю волосы перед собой параллельно полу, но руки теперь буду держать перпендикулярно, помогая тем самым развернуть и удерживать прядь параллельно полу. Нахожу срез контрольной пряди. Начинаю сверху и спускаю ножницы вниз. Волосы, до которых я не дотянулась, удерживаю крепко рукой и стригу уже снизу вверх в том положении, в котором они и были. Также прямым срезом. Спускаю волосы вниз, и уже отчетливо видно, что же получается с этой стрижкой, которую я вам показываю. Это стрижка-лесенка, градация от коротких до длинных волос с плавным переходом. Она будет легко укладываться, и прическа будет пышной. Зажимы я использую, когда мне нужно убрать лишние волосы, чтобы не мешались. Как стричь волосы с левой стороны, я покажу дальше в видео. Разделяю с правой и левой стороны новые пряди толщиной 1 см. Покажу еще раз на правой стороне, чтобы закрепить результат. Перед тем, как стричь, я всегда мочу волосы водой. С левой и правой стороны всегда по толщине должны быть одинаковые пряди. Разделяю центральную прядь и захватываю предыдущие. Прядь уже получается достаточно толстой.
Натягиваю также параллельно полу и стригу прямым срезом. Если у вас получается правая сторона чуть длиннее, чем левая, ничего страшного, смотрите видео до конца, я покажу, как это все сравнять. Приступаю снова к боковой пряди, захватываю предыдущую и натягиваю параллельно полу, держа руку перпендикулярно. Я не тяну волосы вниз, наверх, направо, налево, я держу также параллельно полу напротив себя. Делаю срез ножницами сверху вниз в 2 захода. Когда вы держите ножницы руками, она не должна быть напряженной, иначе она очень быстро устанет. Ножницы должны лежать в руке легко и непринужденно. То, о чем я говорила ранее, чем дальше волосы от лица, тем они будут длиннее и длиннее. Ну а теперь я покажу, как стричь левую сторону. С левой стороной все немножко сложнее, стричь ее менее удобно, чем правую. Я оттягиваю прядь также параллельно полу, захватывая все предыдущие. Но руку буду держать уже сверху, а не снизу, как это было ранее. А стричь снизу потренируйтесь и найдите удобное положение руки, как будет удобно вам. Получается все то же самое, как и с другой стороны, плавный переход от коротких к длинным. Когда я дохожу до затылка, я направляю, расчесывая волосы все на лицо. Мочу их и распределяю снова центральную прядь, захватывая все предыдущие пряди, которые стригла. Удобнее это делать большой расческой. Снова мочу волосы. И здесь уже несложно увидеть срез. Как стало понятно, я надеюсь, когда я стригу центральную прядь, то моя рука и пальцы находятся параллельно полу, а когда боковые, то пальцы и рука удерживают пряди перпендикулярно полу. Чтобы максимально сохранить длину и густоту, я теперь боковые пряди буду стричь не прямым срезом, подтягивая контрольные пряди, а подстраиваясь под длину волос. И стричь буду по диагонали. Ножницы веду снизу вверх, соединяя общую длину с длиной, которую я стригла. Делаю все то же самое на другой стороне. И это, можно сказать, набросок, общий рисунок линии, который был выведен с помощью стрижки прядей. Дальше в видео я покажу, как все сравнять, профилировать и уложить. Мочу снова волосы водой, беру большую расческу, фен и без какого-либо средства для волос я потоком воздуха высушиваю волосы, вытягивая их по направлению. А теперь я буду равнять все, что я настригла. Вытягиваю все волосы утюжком для волос. Я снова направляю пряди параллельно полу и прохожусь утюжком. Я расческой хвостиком выполняю 2 функции. Расчесываю волосы перед вытягиванием и поддерживаю волосы, чтобы они не падали. Когда вытягиваются волосы утюжком, сразу можно увидеть свои ошибки, а также их исправить. Этим методом меня учили в академии, в которой я училась. При вытягивании я сразу же увидела, какой уголок мне нужно срезать, чтобы получить наиболее плавный переход к лицу и соединить основную длину волос с волосами, которые я подстригла. Для ориентира все так же можно подставить расческу хвостик и определить для себя вертикальную линию. Здесь, можно сказать, уже начинается творческая часть, когда стрижка совершенствуется и становится на глазах все лучше и лучше. Старайтесь делать более плавный переход от коротких до длинных волос, и тогда волосы будут лежать красиво каскадом. Важный момент – волосы должны лежать в свободном падении. Как они распадаются и сами по себе ложатся. Никаких оттяжек в другие стороны, иначе срез получится неровным. Чем нравится мне эта стрижка? Тем, что с одной стороны длина и густота сохраняются, а с другой стороны появляется объем, который нам всегда так не хватает. Также эта стрижка комфортно отрастает и ее легко поддерживать.
Вытягиваю волосы с другой стороны и все так же стригу плавным переходом. Чем качественнее и лучше вытяните утюгом волосы, тем более точная получится стрижка. С левой стороны я направляю ножницы снизу вверх, просто потому что мне так удобнее. Пока я продолжаю стричь, я расскажу немножко о своих ножницах. Эти ножницы очень качественные, служат они мне уже лет 12. Они со скользящим срезом. Скользящий срез – это одна из самых виртуозных техник в парикмахерском искусстве. Этими ножницами можно максимально быстро сделать плавный переход. Но сейчас я это не использую и делаю стрижку, как я делала бы обычными ножницами. Моя стрижка почти подходит к концу, осталась одна важная деталь. Пока стрижка выглядит немного грубо, виден прямой срез и не будет легкости в укладке. Сначала я пройдусь по кончикам филировочными ножницами, покажу, как это правильно делать. Но сперва, для того, чтобы быть уверенной, что длина с одной и другой стороны равная, я так же, как и в начале видео, оттягиваю волосы к центру и еще раз проверяю себя. Я захватываю филировочными ножницами примерно 4 см от среза, вытаскивая и снова направляя на прядь через каждый сантиметр. Важно не переборщить, иначе от кончиков ничего не останется или они станут намного короче. Дальше я продолжу делать техникой слайсинга, просто потому что моим волосам не подходят филировочные ножницы. Для непрофессионалов я не советую даже начинать пробовать то, что делаю сейчас я. Как узнать, достаточно ли филировки? Переходы волос и длины должны образовывать одну линию и сливаться. На этом можно закончить, но я покажу, что я еще делаю в этой стрижке. Когда волосы отрастают, то кончики истощаются, и для того, чтобы сделать ровную линию, которая придаст густоту волос, я захватываю волосы рукой и делаю прямой ровный срез. Помните, как проверить длину с одной и другой стороны? Правильно оттянуть часть волос к центру. Ну и вот, как это выглядит сзади. Волосы все сливаются и лежат в едином потоке. После утюжка я помыла волосы и уложила пенкой. Если это видео было полезно, ставьте лайк, пишите ваши комментарии, подписывайтесь на